Клады и спрятанные сокровища являются мечтой многих людей. И дело не столько в быстром и внезапном обогащении, сколько в приключениях, разгадывании тайн и достижении заветной цели. Все мы слышали о Роберте Льюисе Стивенсоне и его бессмертном произведении «Остров сокровищ». Кто-то смотрел фильм, кто-то мультик, кто-то читал книгу, но мы помним об истории паренька Джима, который мечтал найти закопанное пиратами золото. Этой же книгой зачитывался другой Джим, молодой человек из США, но он и подумать не мог, что когда-то, как персонаж любимой книги, найдет клад. И не где-то на острове, а в своем доме. Эту замечательную историю рассказывает автор ролика ниже. Бабушка и дедушка Джима переехали с жаркого американского юга в Теннесси, где купили себе ферму. Внук часто приезжал к ним летом и каждый год перечитывал любимый роман Стивенсона, мечтая о поисках клада. Также он много времени проводил с дедом, который увлекался охотой и собирал ружья и пистолеты. Наблюдал молодой человек и за бабушкой, любящей чистить свою коллекцию редких монет. Но прошло время, дедушка и бабушка ушли из этого мира, а владельцем дома стал отец Джима. Про коллекции как-то все забыли. Еще через несколько лет после смерти отца Джим, уже взрослый мужчина, стал наследником фермы в Теннесси. Будучи бизнесменом, мужчина не собирался переезжать за город и заниматься земледелием, а потому ферму было решено продать. Но для начала Джим решил съездить туда и проверить, в каком состоянии дом и участок, заодно разобрать семейные вещи. Дом был в удручающем виде, захламленный и пыльный, а потому Джим и его жена решили приехать на несколько дней, чтобы убраться и создать товарный вид. Каково же было удивление мужчины, когда в каморке под лестницей, приподняв старый пыльный коврик, он нашел сейф. Мужчина вызвал слесаря, а пока ждал его приезда, вспоминал о мечте найти сокровища. Когда же мастер вскрыл старый замок, то в сейфе было обнаружено несколько слитков серебра, а также редкие монеты, которые так долго собирала его бабушка. Судя по состоянию некоторых вещей в сейфе, он был затоплен, но монеты не пострадали. Тогда-то Джим вспомнил об оружейной коллекции деда и на ее поиски потратил пару дней. Посмотрите ролик, если хотите узнать, куда же дедушка спрятал ценные ему пистолеты и ружья, и какой из них самый дорогой. А может и вам удавалось в своей жизни найти клад? Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.